Добро пожаловать на канал. Для решения достаточно найти простую постановку, снимающую все проблемы. Найдете? Пожалуйста, отзовитесь в комментариях те, кто увидел постановку y равно x плюс 3. Не могу вами не восхититься. В таком случае x это, конечно, y минус 3, x плюс 1 это y минус 2 и так далее. И давайте заодно двойку перенесем влево со знаком минус. При этом обнаруживается, что такая постановка избавила от необходимости возводить двучлен в четвертую степень. Но так ли это существенно? Тем более, что в другие степени придется возводить. Так давайте этим займемся. Возводим в квадрат, а затем в куб. Дописываем все остальное. И теперь предстоит нудная работа приведения подобных членов. Как говорил Александр Островский, не все коту масленица. Будем выписывать в порядке убывания степеней. Y в четвертой, затем y в кубе. Y квадрат содержит два слагаемых с коэффициентами 1 и минус 3, что дает в итоге минус 2y квадрат. Коэффициент при y минус 4 плюс 3, то есть минус 1. И остались свободные члены. 4 минус 1 минус 2 это плюс единица. Предлагаю продолжить самостоятельно. Уберем это красочное представление и заметим, что коэффициенты почти что симметричны. 1 и 1, 1 и минус 1. Но не будем обращать внимание на это недоразумение со знаками, а поступим так, как обычно поступая с симметрическим возвратным уравнением. Разделим его на степень среднего слагаемого y квадрат. Получаем y в квадрате y минус 1 минус 2. А дальше y получает отрицательную степень минус 1 и минус 2 и записывается в знаменателе. Для наглядности сгруппируем слагаемые, после чего, конечно, делаем постановку z равно y минус единица, деленное на y. Возводим выражение для z в квадрат и видим, что выражение в первой скобке уравнения есть z квадрат плюс 2. При замене в уравнении y на z двойки взаимно уничтожаются, что, как в предыдущем видео, дает квадратное уравнение без свободного члена. Только теперь нулевой корень, как сейчас стало модным говорить, является легитимным. Возвращаемся к y, умножаем каждое уравнение на y и получаем квадратное уравнение, дающее 4 значения y. А для нахождения x надо из каждого значения y вычесть 3, что дает 4 корня заданного уравнения. Осталось записать ответ и сказать «все».